Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу про самые необычные роды. Очень разные близнецы. Рождение близнецов — это относительно редкое явление, но рождение близнецов с разным цветом кожи случается намного реже. И по статистике это 1 шанс на миллион. Однако Элисон Спунер из Англии в 2001 году родила близнецов, которые были не похожи друг на друга. Первая, Лорен, как и ее мать, была рыжеволосой и голубоглазой, в то время как ее сестра Хейли имела цвет кожи и черты лица, как у своего отца, имеющего индийское происхождение. Но это еще не все. Этот подвиг пара повторила еще в 2008 году, когда у них родилось еще двое близнецов. Мия со смуглой кожей, а Лия со светлой. Конечно же, увидев таких детей во второй раз, родители пришли в крайнее удивление. Даже врачи, узнав о том, что у них уже есть такие же близнецы, признали это почти невозможным. Самая короткая беременность. В 2010 году женщина из Германии побила все рекорды, родив ребенка всего через 21 неделю и 5 дней после наступления беременности, то есть спустя 5 месяцев. Маленькая девочка, получившая имя Фрида, при рождении весила всего 460 грамм и смогла покинуть клинику только после 5,5 месяцев заботы и внимания со стороны медиков. Счастье, что ребенок выжил, потому как столь ранние роды – это огромный риск для его здоровья. В подтверждение тому у Фриды был брат-близнец Киллиан, который, к сожалению, умер через несколько дней после их одновременного рождения. Зато к радости родителей маленькая девочка выжила, и что еще лучше, по словам врачей, она полностью здорова. На момент выписки из больницы Фрида развивалась, как и любой другой ребенок. Вот оно, настоящее чудо рождения. Близнецы, которые родились с разницей в несколько месяцев. Как известно, близнецы практически всегда появляются на свет в один день. Но этот чрезвычайно редкий случай, который произошел в Ирландии, опроверг все представления о том, с какой разницей могут родиться близнецы. 34-летняя Мария Джонс Эллиот, беременная девочками-близнецами, родила дочерей Эми и Кэти не просто в разные дни, а еще в разные месяцы. Маленькая Эми появилась на свет 1 июня 2012 года, а ее сестра-близнец Кэти 27 августа 2012 года, то есть на 87 дней позже. Но в чем причина столь большой разницы? Дело в том, что Эми родилась намного раньше положенного срока, но после ее рождения схватки у матери внезапно прекратились. Врачи, которые удостоверились в здоровье второго ребенка, порекомендовали Марии позволить Кэти продолжить свое развитие в утробе матери, что, надо сказать, немного напугало молодую женщину. После ее вторых родов врачи сказали, что рождение близнецов является медицинским эквивалентом лотерейного билета, добавив, что никогда не видели чего подобного в своей карьере. Сюрприз при рождении. Аарон и Рэйчел Халберт из Миссисипи, увы, не могли иметь детей. Причина была в муже. Поэтому они решили прибегнуть к искусственному оплодотворению, воспользовавшись услугами соответствующей клиники, где приобрели 2 эмбриона – девочку и мальчика. К их удивлению, один из эмбрионов разделился надвое, но это были еще не все сюрпризы, ведь когда дети появились на свет, оказалось, что они темнокожие. Таким образом, Рэйчел родила черных тройняшек, хотя молодая женщина, как и ее муж, светлокожая. Видимо, в клинике по оплодотворению произошла ошибка, и женщине достались не те эмбрионы. Тем не менее, семья была счастлива появлению тройняшек, и, по их словам, они не обращают внимания на подозрительные взгляды со стороны прохожих, когда гуляют всей семьей.